«Женщина всегда обманывает», гласит молот ведьм, опубликованный в 15 веке руководство по борьбе с самыми насущными средневековыми проблемами – ведьмами и колдовством. Эту настольную книгу молодого инквизитора написал немецкий монах Генрих Крамер. В ней тщательно собраны теория и практика передового демонолога тех лет. Кого Крамер винил во всех бедах европейской цивилизации? Падении нравов, болезнях скота, неурожаях? Конечно, женщин. Изгнание из рая, войны, болезни, крах древних империй. По Крамеру это было дело рук женщины. Он настаивал, что мужчина просто жертва женского коварства и колдовства. Поскольку Крамер был человеком практического склада, он почти сразу переходит к делу. То есть описывает способы дознания в делах о колдовстве. Все они так или иначе сводятся к причинению физической боли. Слово «пытки» встречается в книге больше 70 раз. Инквизитор приводит случаи из своей обширной практики, причем делает это с явным удовольствием. Пылающие костры инквизиции, на которых сгорают ни в чем не повинные женщины, это один из самых популярных образов Средневековья. Сразу развеем несколько заблуждений. Во-первых, католическая церковь Крамеру молот ведьм не заказывала. Наоборот, Крамер был инквизитором-неудачником. С таким фанатиком просто никто не хотел иметь дело. Епископ австрийского города Инсбрук вообще однажды выгнал Крамера из города, выяснив, что он там нарасследовал, а все его приговоры. А второе заблуждение касается, собственно, Средневековья. Считается, что это были темные века, когда ведьм жгли тысячами, а потом наступила эпоха Возрождения, и людей немного отпустило. На самом деле, охота на ведьм процветала именно в эпоху Возрождения и в новое время. И базу под нее подводили самые образованные богословы своего времени. В средние века в колдовство многие просто не верили. Средневековая церковь вполне официально считала магию фокусами, которые годятся только для обмана простолюдинов. Третье заблуждение, что жертвы охоты на ведьм были миллионы. Некоторые исследователи умудряются насчитать 9 миллионов сожженных на костре. Однако более реальная цифра – 40-50 тысяч за 300 лет. Тоже, конечно, приятного мало, но не миллион. И не все из них были женщины. В Прибалтике, Финляндии и Исландии за колдовство казнили в основном мужчин. В Англии 15 века и в окрестностях Парижа таких мужчин-колдунов было 2/3 из всех осужденных. Четвертый миф. Ведьм жгли по всей Европе. Это не так. Большая часть колдовских процессов приходится на Швейцарию, Германию и Францию. А испанская инквизиция, главный бренд охотников на ведьм, в реальности не слишком старалась. В католических Испании и Италии колдуньи жгли редко. Большинство казненных жили в протестантских странах, где никакой инквизиции не было, а дела ведьм вел светский суд. Но вот как раз там, в немецких княжествах, ведьм преследовали с особой жестокостью. Были деревни, где на костер отправлялись вообще все женщины. Это была настоящая истерия. Публичные процессы, пытки и самые безумные обвинения. Под пытками коллективное бессознательное простонародье выдавало такое, что дознаватели немедленно убеждались в глобальном заговоре колдунов. Еще до молота ведьм известность получила книга «Муравейник» Иоганна Нидера, где собраны сведения, полученные во время процессов над колдунами в Швейцарии. Отсюда можно узнать все, что требуется охотнику на ведьм. Например, главное отличие ведьмы от колдуна в способе получения магических сил. Мужчины использовали для этого колдовские книги и ритуалы призыва демонов. Женщины же должны были вступить с дьяволом в сексуальную связь. Считалось, что он выбирал тот момент, когда женщина была слаба, в беде или после ссоры. Например, арестованная в 1596 году в Лотарингии ведьма призналась, что дьявол пришел к ней после того, как ее избил муж. Враг рода человеческого обещал свою помощь, а когда женщина соглашалась, овладевал ей в знак заключения сделки, то есть своего рода ритуальное изнасилование. После этого женщина становилась рабыней демона и должна была выполнять для него грязную работу. Насылать болезни, портить скот, урожай, а также находить ему детей для поедания. Для этого ей выдавался волшебный порошок и палочка. Дотронувшись ей до человека, ведьма проклинала его. Основной же работой ведьм был вызов града, чтобы уничтожить посевы и устроить голод. Град варили в специальном котле, где смешивалось зелье из разных ингредиентов. Крестьяне были убеждены, что после заключения договора ведьма теряла свою харизму. В те времена это слово означало благодать, данную при крещении. Вместо харизмы на теле у колдуньи появлялась дьявольская метка.
Участок тела нечувствительный к боли. Собственно, значительная часть пыток и была посвящена поиску этого места на теле. Вообще, из описаний муравейника и молота ведьм складывается ощущение, что ведьмам не очень-то нравилось быть ведьмами. Договор с дьяволом был для них кабалой, они часто саботировали свою работу. Но дьявол бил их и принуждал к злым делам. Наградой же были вечные муки в аду. Самый яркий пример тут английская легенда о ведьме из Беркли. Умирая, она попросила завернуть ее в оленью шкуру, положить в свинцовый гроб и обернуть цепями, и чтоб монахи 40 дней пели над ней псалмы. Но это не помогло. В церковь, где стоял гроб, ворвались черти, посадили ведьму на черного коня и ускакали прямиком в ад. Обычное дело. Однако не все ведьмы мирились с судьбой жертвы. Существовало поверье, что некоторые колдуньи, особенно старые, имеют настолько склочный характер, что их боятся даже черти. В Скандинавии есть легенда о женщине по имени Скоэлла, которая попросила у демона красные башмаки. За это она должна была поссорить некую семейную пару. Вместо этого она сказала жене, что муж разлюбил ее, и ей нужно срезать у него клок волос для зелья. Мужу Скоэлла сказала, что жена намерена его убить. В итоге, увидев супругу с ножницами посреди ночи, муж зарубил жену топором. Черт, узнав о случившемся, так напугался размаха, с которым работает ведьма, что побоялся подходить к ней и передал ей обещанные башмаки на длинной палке. Этот мотив даже попал на фрески. У голландского художника Питера Брейгеля-старшего есть картины, на которых ведьмы унижают и даже грабят демонов. Например, картина «Безумная Грета» посвящена колдуньям, которые избивают полчища чертей. Возглавляет ведьм лихая старуха с мечом в руке. Основой для этого образа стала легенда про Грету, которая отправилась в ад за новой сковородой. Дюреру вторит немецкий мастер Даниэль Хопфер, который создал картину «Ведьмы избивают демона». Демон там просит пощады, но явно на нее не надеется. Был еще один архетип ведьмы, от которой особенно предостерегал молот ведьм. Обворожительная колдунья, цель которой – соблазнить мужчину. В те годы считалось, что женщины – существа по природе гораздо более страстные, чем мужчины. И если они не будут подавлять свои желания, то им прямая дорога на шабаш. Мужчины боялись ведьм-соблазнительниц не только из-за страха за свою бессмертную душу. Именно колдовство считали главной причиной импотенции. Таким образом, у нас есть 3 категории ведьм. Несчастные рабыни дьявола, безумные старухи, способные навести ужас на чертей, и молодые соблазнительницы, сводящие с ума мужчин. И все они встречались на шабаше, своего рода дьявольском корпоративе. В привычном нам виде идея шабаша, судя по всему, оформилась благодаря еретикам-вальденсам. Представители этого религиозного движения выступали против церковных и феодальных властей, требовали ликвидации частной собственности и боролись за право свободно читать Библию. Такой радикализм привел их к тому, что их подвергли жестоким гонениям. Папа Сикст IV даже объявил против них крестовый поход. В итоге вальденцы бежали в Альпы, где жили коммунными. Именно из Альп и распространилась идея шабаша. Народные праздники, чуждые образованным горожанам, ритуалы вальденцев, альпийская изолированность и представления о ведьмах сплелись в фантазию о шабаше. Сюда же добавились средневековые представления о евреях, которые едят младенцев и дружат с сатаной. Само слово «шабаш» исковерканное слово «шаббат». Кроме того, ведьмовские сходки называли синагога, школа, банкет или просто событие. Место шабаша обязательно находилось на горе. Лысая гора, гора Броккен в Германии, Блакула в Швеции, Шатрия у литовцев. Добираться сюда полагалось исключительно по воздуху, даже если ведьма жила совсем рядом, и удобнее ей было дойти пешком. Самым распространенным летающим транспортом была метла, но не единственным. На шабаш летели в тазах, на табуретках, на спине чертей, верхом на козлах или приняв облик животного. Часто для полетов использовалась волшебная мазь, которую добывали из жаб. Жабу надо было откормить до невозможности, а потом пинать левой ногой, пока она не лопнет. Идея шабаша довольно поздняя. Ее распространение из Альп можно проследить. Впервые шабаш описал Иоганн Нидер, автор «Муравейник», в 1430-х. И как только издание попало в другие страны, колдуны на допросах под пытками начали вспоминать о том, как летали на дьявольские сборища. Например, в
в Англии про шабаш не знали до 17 века. Идее понадобилось 300 лет, чтобы добраться сюда из Швейцарии. Сам шабаш был обставлен одновременно как праздник и как злая пародия на христианские таинства. Дьявол выступал в роли начальника, прилетевшего на проверку. Прибыв, ведьмы первым делом отчитывались о своих злодеяниях, которые заносили в специальные книги. Эта роль отводилась на шабаше мужчине-колдуну. Потом сборище ведьм устраивало вакханалию. Он оформлял отчеты, возился с толстыми томами и занимался дьявольской бухгалтерией. А пока колдун был занят работой, ведьмы и демоны ели, пили, танцевали, варили зелья, проводили нечестивые ритуалы и насылали на округу град. Но вот принято ли было получать на шабаше удовольствие, непонятно. Кто-то на допросах утверждал, что еда и вино были вкусными, а оргия была похожа на праздник. Кто-то, наоборот, жаловался инквизиторам, что все было плохо. Еда пресная, вино как уксус, а оргия вообще ни о чем. Видимо, проблемы с корпоративом касаются даже ведьм. Говоря о ведьмах, нужно упомянуть и борцов с ними. Это были персонажи не менее, а иногда и более отбитые, чем колдуны из легенд. Например, французский судья Пьер де Ланкр оказался настолько ревностным борцом с магией, что заочно обвинил в колдовстве вообще все население вверенной ему территории. Пьер де Ланкр был французом, которого прислали в 1609-м по разнарядке в страну басков. Местных обычаев он не понимал и абсолютно все их посчитал дьявольскими. Его удивляло, что местные любят яблоки. Он тут же воспринял это как отсылку к истории о грехопадении. Местные мужчины, в основном рыбаки, часто бывали в море и оставляли хозяйство на женщин. Такая самостоятельность очень не понравилась де Ланкру. Ее он тоже посчитал признаком порочности. В результате его расследования были выявлены 3000 человек, отмеченных меткой дьявола. Пыткам подверглись более 600 человек, 70 сожгли на костре. Среди казненных оказались 3 священников. Население округа едва не подняло восстание. Ретивого деятеля пришлось отзывать обратно в метрополию. Там он написал книгу «Картина непостоянства дурных ангелов и демонов». Так что вместо служебного взыскания его ждала литературная слава. Другой пример – англичанин Мэтью Хопкинс, живший в середине 17 века. Он был проходимцем и мошенником, который имел связи в парламенте и объявил себя главным охотником на ведьм. На самом деле никто ему такой власти не давал, но он пользовался невероятной популярностью у английского глубинного народа. Всего за 2 года работы Хопкинс отправил на тот свет до 300 человек. В Англии ведьм не сжигали, а вешали. Это было быстрее и дешевле. Хопкинс гастролировал по стране и за хорошие гонорары выявлял приспешников дьявола. Обычно это были непопулярные горожане, которых соседи и так подозревали в колдовстве. У Хопкинса была собственная команда и штаб-квартира в известной тюрьме. Он заработал баснословные по тем временам деньги – 1000 фунтов. Так же, как Пьер де Ланкр, он нажил много врагов, пытал и казнил священника, а в оправдании написал трактат «Разоблачение ведьм». Однако его слава продлилась всего 2 года. Он то ли умер от туберкулеза, то ли инсценировал свою смерть и сбежал с деньгами. К слову, настольной книгой Хопкинса была «Демонология» английского короля Якова I. Парадоксально, но двигателем охоты на ведьм стало не невежество, а как раз наоборот. Как только появилась и распространилась книгопечатанье, тут же появились и книги о том, что нужно бороться с ведьмами. Города росли, появились горожане, которые могли все это прочитать и у которых было свободное время, чтобы озаботиться отвлеченными вопросами. В городах и так были уверены, что глубинный народ у себя в провинции занимается черти чем. А тут инфо-цыгане от религии предложили удобный способ объяснить и град, и импотенцию, и еще развлечься, посмотрев на казни. Ведьмовские процессы иссякли, в общем-то, сами собой, когда и в городе, и в деревне перестали верить в полеты на метле, а инфо-цыгане переключились на другие темы. Например, на алхимию. Стали появляться труды о том, что охота на ведьм – это на самом деле никакая не тысячелетняя традиция, а относительно недавнее нововведение. Монархи эпохи абсолютизма активно боролись с охотой на ведьм. Например, в 1714 году прусский король постановил, что все дела о ведьмовстве должны проходить через него. Понятно, что ни одного подобного приговора он не утвердил. Когда сожгли последнюю ведьму? Тут мнения расходятся. Если брать именно уголовную статью, то последний раз с формулировкой «за колдовство» голову отрубили жительницы Баварии в 1775 году. В
1820-м в Испании колдуньи выписали 200 ударов розгами, но не казнили. А в 1836-м в Польше односельчане утопили вдову рыбака, пользуясь древним принципом: если выплывет — ведьма, а если утонет, то извините. Но это было уже линчеванием, и под суд пошли сами борцы с колдовством.